Вот видишь, Ром, как бывает. Вот эти твои Сидоренко не хотели заводить ребенка, пока не обеспечат его будущее. Ну, обеспечили, и что? Время-то прошло. Эмбрионы вроде жизнеспособные, а приживаться не хотят. Лев, ну, каждый организм индивидуален. Я думаю, что нам нужно придумать какое-нибудь особое решение для этого случая. Я думаю, что введение сперматозоида непосредственно в цитоплазму яйцеклетки – это как раз то, что нужно. Ну, попробуем. Да, Можно? Юра, здравствуйте. Подождите, мы завтра должны были вроде встречаться. Вы один? Да, я один. Можно с вами поговорить? Проходите, слушаю. Роман Алексеевич, давайте завтра ничего не будем делать и все отменим. Подождите, что значит не будем ничего делать и все отменим? У нас уже готов 3-дневный эмбрион. Наташа передумала? Не Наташа, я. Вы поймите, это уже 6-я попытка. После очередной подсадки она места себе не находит. А через 2 недели оказывается, что снова ничего не вышло. Знаете что? Давайте этот эмбрион заморозим. Отлично. Зачем? Подсадим суррогатной матери. Не могу я больше смотреть, как она мучается. Юра, я год наблюдаю вашу жену. Знаете, я думаю, что ей очень важно выносить самой этого ребенка. Да. Это правда. Давайте все-таки мы попробуем с вами еще раз. Мы подготовили эмбрион совершенно по новому методу. При прошлых подсадках мы его не использовали. Я уверен, что сейчас у нас все получится. Новый метод. Надюшенька, это я. Что я хотел? А что, у тебя еще много работы? Я уже все закончила. Ну, а какие планы на вечер? Особо никаких. Видишь ли, тут такое дело. У моей дочери с зятем сегодня годовщина свадьбы. И я хотел, может, ты отметишь этот праздник, так сказать, вместе с нами в тесном семейном кругу. Дочь мою ты знаешь, Наташу. С ее мужем познакомишься. Заодно и внучку мою Зоньку увидишь. Как ты? Ну, Валентин Иванович, у меня даже нет подарка. Ну, что ты, Надюш, я специально заранее тебе об этом не говорил. Не хотел, чтобы ты беспокоилась по этому поводу. Цветы я купил, а шампанское мы захватим по дороге. Ну как? Ну, хорошо. Да, Только тортик с меня. обязательно. Договорились. Тогда встречаемся внизу, да? Хорошо. Вот. Рыбка и пиво, надо жить красиво. О, добрый день, Виктория Игоревна. Да. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Да, это Трофимова, я поняла. Спасибо. Интересненько, интересненько. Стучите, и вам откроют. Добрый вечер. Добрый. Вы что-то хотели, Виктория Игоревна? Ух ты. А мы уже на «вы»? Ну, мы, конечно, можем и на «ты». Но как-то не люблю я понебратство. Так может не уйти? Ну, ты же зачем-то приходила?
Хотела предложить тебе пиво попить. Мне муж одной пациентки воблы первоклассной принес. Спасибо, конечно, но я пиво не пью. А с каких это пор, позвольте спросить? С тех самых пор, как в бассейн начал ходить. Пора и о форме подумать. Ну да. Содержание ж в тебе хоть отбавляй. Что? Да я говорю, может быть, вместе походим, поплаваем, поныряем, ну веселей как-то. Знаешь, с детства не люблю коллективных мероприятий. Так, может быть, я карточки отнесу? А их уже медсестра из регистратуры отнесла. А той? Какой? Ну, той, которая вышла передо мной. Так я сам отнесу, не беспокойся. Что-нибудь еще? Ничего. Счастливого плавания. Ну что, полчасика полежите, и можно идти домой. Как себя чувствуете? Самое страшное – это ожидание. Что на этот раз? Ну, поживем, увидим. Метод, который мы применили на этот раз, он повышает шансы на успех. Лев Борисович постарался, сделал специальные насечки на эмбрионе, которые помогут ему прикрепиться. Опять буду прислушиваться ко всем своим ощущениям. Вы ко мне прислушивайтесь. Я ваш доктор. И вообще, отвлекитесь, ну подумайте о чем-нибудь. Подумайте о работе. У вас интересная работа? Главный бухгалтер фирмы с оборотом $500 миллиарда. Как сапер. Ошибается один раз. Ну вот подумайте о цифрах. Сейчас можно, отвлекитесь. Мужа позвать? А он уехал на работу. Никуда он не уехал. Наташенька, позовите, пожалуйста, Юрия. Соскучилась. А как же работа? Да все нормально, договорился. Ну что, как ты? Не знаю. Будем ждать. Вита, мы заказали перевязочный материал? Заказали, Елизавета Федоровна. Вита Игоревна, вы себя плохо чувствуете? Нет. Я думаю. Почему ни у кого из наших не устроена личная жизнь? Это у кого это она не устроена? Ну, смотрите. Широков Квитков в разводе, да? Бондарев вдовец. Думанский вечно молодой, вечно пьяный. Вы, я, Ставицкая не замужем. Может, это кара Божья? За что? За аборты. В Библии же написано: не убей. Знаете, Вита Игоревна, аборты – это, по-моему, не главное в нашей профессии. Мы как-никак помогаем детям на свет появляться. Ох ты, боже ты мой, сколько же жалоб-то, а? Что, Альберт Александрович, тяжела шапка Мономаха? Да я если узнал, что столько бумажной работы, в жизни бы не согласился. Да. Да, конечно, я узнал, Наташа. Да вы что? Ну, я вас поздравляю. А вы когда сделали тест? Ну вот, а вы переживали. Нет, не нужно. Давайте-ка недели через 2 приходите ко мне на УЗИ. А сейчас побольше гуляйте, витамины, фрукты, думайте о хорошем. Да, это вам мое назначение. Всего доброго. Что за праздник-то случился? У меня пациентка забеременела после эко. А, это та, которую вы больше года пичкали гормонами, а потом сделали кучу неудачных подсадок? Да. Ну, собственно, вы тоже можете порадоваться, Альберт Александрович. Да мне-то что радоваться. Одной жалобы меньше. Меньше бумажной работы. Спасибо.
Виточка Игоревна, спасайте. Нужен совет умной, опытной женщины. Надо же. А Филатова уже занята? Ну, нет, мне кажется, тут сможете помочь только вы. Вот что бы вы мне посоветовали купить дочке на день рождения? Лев Борисович, откуда я знаю, что можно подарить вашей дочке на день рождения? Ну, вот вы представьте тогда, что день рождения у вас. Вот вы бы какой подарок хотели? Я? Абонемент в бассейн. А что ж это за подарок такой? Ну, пошел, докупил, и бумажка. Квитко, вы знаете, сколько он стоит? Он стоит пол моей 13-й зарплаты, а мне это не по карману. Все, идите, не мешайте мне. Спасибо. Тоже мне Рокфеллер. Беременность маточная, одно плодное яйцо. Видишь, где оно прикрепилось? Ну что, можете вздохнуть спокойно и встанете на учет по беременности. Простите, мне можно посмотреть? Да посмотрите. Конечно. Только ничего интересного тут пока не увидите. Вот этот пузырек и есть ваш будущий малыш. Роман Алексеевич, а что нам теперь делать? Сейчас пройдем ко мне в кабинет, все расскажу, все объясню, все напишу. Нет, ну куда? Роман Алексеевич, правда, что ей резко вставать нельзя? А то она всегда вскочила и побежала. Пойдемте. Спасибо огромное. Пожалуйста. О, здрасте, Квитко. Вита Игоревна, Ой, не до вас сейчас, дел Вов по горло. Вита Игоревна, ну вот буквально одну минуточку, я настаиваю. Я просто, понимаете, подумал и пришел к выводу, К какому? что спорт – это прекрасно. И нам всем нужно больше двигаться. Это вам абонемент в бассейн. Мне? Да, вот здесь, конечно, вот это вот очень смешно, да. Извините. Надя, ты домой идешь? Нет, мы еще задержимся. Ну, я, во-первых, не у вас спросил, Валентин Иванович. Роман Алексеевич, вообще-то мы разговариваем. Мало того, что вы врываетесь без стука. Во-первых, я не врываюсь, а во-вторых, это рабочий кабинет. Валентин Роман Алексеевич. Так, прекратите. Рома, потом поговорим, ладно? А на что спорим? А на американку. А это как? А это кто проиграл, тот исполняет желание. А какое? Рома, разбей! Так, на что спорим? Ну, неважно, Ром, давай, разбивай. Ну, Спасибо. Ну, Квитко, ну, погоди. Лева, пойдю. как говорят в Одессе, об чем спор? Ну, поспорили, мол, она меня в бассейне обгонит. Лева, ты научился плавать? Нет, конечно, я же воды боюсь. Да это не важно, Рома, мы вдвоем Дружище, пойдем. Какая разница, ты куда? герой. Ты понимаешь? Ты я супергерой, понимаешь? Ну что, как там твои водные процедуры? Ой, Ромочка, получил первые уроки плавания от лучшего тренера в мире. Ну, спорт-то продул? Само собой. Ну и что? Как далеко зашла фантазия Виты Игоревны? Она пока думает, а я, Ромочка, готов на все. Подожди. Ну, а если она предложит тебе жениться? Если бы. Вита Игоревна. Вита Игоревна. Вы вчера в бассейне с Квитко потрясающе смотрелись. Мне, конечно, особенно понравились эти уроки плавания. Я очень рада, что вам понравилось, Альберт Александрович. А я так понял, это такие показательные выступления были, да? Решила подразнить. А вот не надо себя переоценивать. Витуль, ну между нами, ну не пара он тебе. Ну не пара, ну ты у нас, ого-го, ну он кто? Ну так, середнячок. Во-первых, я тебе не ого-го. А во-вторых, А во-вторых, тебе до него еще расти и расти. это в каком смысле? А во всех, Альбертик. Во всех.
Да, Ром? Что? Ты не мог придумать более идиотский повод позвонить? Очень надо. Ну хорошо. Годовые отчеты сдавали 2 недели назад, поэтому ты все равно опоздал. На кофе не хочешь зайти? Ну, как хочешь. Возникнут еще идиотские вопросы, звони, не стесняйся. Ой, ну она здесь такая смешная, взъерошенная. Это прямо после того, как упал, да? Ну да, тебе смешно. А я тогда так испугался. Ой, ну Валентин Иванович, ну это же каток, там все падают. Зато ты у нас катаешься как настоящий профессионал. Ладно. А это? Да. Валентин Иванович. Добрый вечер. Ой, привет. Посмотри, это внучка Валентина Ивановича. Правда похоже? Да, очень похоже. Извините, у меня вопрос к коллеге. Да. Надежда, скажи, а когда к тебе на УЗИ должна была приходить Наташа Сидоренко? Я назначила ей последний УЗИ прямо перед родами. А муж не звонил? Нет. А что? Просто Юра вводил свою жену на осмотр как на работу. А 2 недели назад вообще прибегал с рассказами о декретном отпуске. И тут пропали. Они не могли просто так пропустить этот плановый осмотр. Это, по крайней мере, странно. Ну так позвоните им. В чем дело? Да я звонил, ни один телефон не отвечает. Внучка действительно на вас похожа. Знаешь, Лёва, знаешь, бывает, я уложу Валерию спать, сижу рядом, смотрю на нее и понимаю, что мое одиночество эта девочка не запомнила. Ну, Лиз, я не знаю, а вы пробовали с Ромой как-то поговорить, выяснить? Что выяснять? Просто должен кто-то сделать первый шаг. Ну так сделай. Почему я? Пусть он делает. Я тогда пойму, что я ему нужна. Вот он вроде сегодня попытался сделать первый шаг. Ну, как-то испугался. Позвонил с идиотским вопросом. Ну и все, и дальше дело не пошло. Ну, такой уж наш Рома, ну что сделаешь? И что он спросил? Есть ли жизнь на Марсе? Ну, что-то в этом роде. Когда сдают годовой отчет? Годовой отчет? Ну да. Ну что мне люди делать? А когда сдают годовые отчеты? Сдали уже. 2 недели назад. Проехали. Юрий, что случилось? Что, с Наташей что-то? Она заболела или выкиды? Что? Да вы не молчите, ну. Наташа в тюрьме. Как в тюрьме? В следственном изоляторе. Задержана по подозрению в хищении, в соучастии. Меня не пускают. Записку не разрешают передать. Неужели наш сын родится в тюрьме? Адвокат у вас есть? Да, Бронштейн. Адвокат хороший, но пока ничего. Роман Алексеевич, у нас уже все готово. Да, сейчас иду. Простите, я должен оперировать. Да, я понимаю. Вы наберите меня вечером. Я постараюсь что-нибудь придумать. Сами держитесь, потому что от вас очень много зависит. Извините, я должен идти. Я держусь. Роман, что-то случилось? У меня пациентку Наталью Сидоренко в тюрьму посадили. Блин, а что теперь? С Богом.
как же это могло произойти? Она беременна. Ну, я, если правильно понимаю, там речь идет о таких суммах, что ее состояние просто никого не волнует. Говорят, 10 лет и конфискация. Не похожа Наташа на преступницу. Ну да, и муж ей говорит, что ему подставили, что какой-то партнер ее директора основал фирму и через нее прогоняли деньги. А потом сдавали отчеты, и оказалось, что фирма липовая. И бывала она только на бумаге, а было уже поздно. И директор этот, и партнер уже давно куда-то убежали. И в таких случаях все вешают на главного бухгалтера. Добрый день. Позвольте? Да, присаживайтесь. Бронштейн. Прошу вас. Адвокатская контора Бронштейн и партнеры. Я адвокат вашей пациентки Натальи Сидоренко. Скажите, вы были у нее? Как она? Ну, если честно, наши дела не очень хороши. Да и состояние Натальи тоже не внушает оптимизма. Она на грани помешательства из-за ребенка. Ну, мне это в голове все не укладывается. Видите ли, наша правоохранительная система считает беременность нормальным физиологическим процессом, а не болезнью. И это состояние не является препятствием для ареста. Я могу ей как-нибудь помочь? Конечно, можете, Роман Алексеевич. Можете. Слушаю. Единственная лазейка для того, чтобы хотя бы на период родов и послеродового ухода вызволить Наталью из СИЗО, это наличие осложнений в течение беременности. Беременность у нее как раз протекает абсолютно нормально. Вот именно. Вы понимаете, что простые, неосложненные патологиями роды могут принять и в тюремном лазарете. Вы хотите, чтобы я написал ей заведомо ложный диагноз? Я не знаю, как это у вас делается, но Что это? это гонорар, так сказать, за ваше понимание. Уберите, пожалуйста, деньги. Простите, великодушно. Будем считать, что этого разговора у нас с вами не было. Всего хорошего. Всего хорошего. Ко мне только что приходил адвокат Наташи. Сказал, что если бы у нее были какие-нибудь проблемы со здоровьем, тогда он мог бы подать прошение в суд. Возможно, тогда ей разрешили бы рожать в больнице под присмотром опытных специалистов. У нее же все хорошо. Мы же сами этому так радовались. Рано радовались. Я хочу смахлевать, но не хочу в это дело вмешивать тебя. Дай мне, пожалуйста, какие-нибудь старые снимки УЗИ с патологиями, а я их вложу в карточку. Ну, это не подойдет. Давай напишем фетоплацентарная недостаточность или синдром задержки развития плода. Мне кажется, этого должно хватить. Ну да, должно. А лучше все вместе. Пойду за картой. И еще один неприятный момент. К нам в отделение патологии беременности переведут женщину из СИЗО. 36 недель, в общем, там полный букет всевозможных осложнений. Роман Алексеевич, по-моему, она наблюдалась у вас? И что, там действительно все так серьезно? Да, серьезно. Я собирался ее госпитализировать, но просто не успел. Не успел. Почему-то где Широков все время проблемы. Ну да, конечно. К вам-то с проблемами не обращаются. Пожалуйста, я вас попрошу. А почему вы опаздываете? Извините, пожалуйста. Ваши отношения, пожалуйста, выясняйте за пределами моего кабинета. Филатова,
Проследите, пожалуйста, чтобы больная находилась в изолированной палате. Безусловно. Полупанова, Я. проследите, чтобы охранники находились под дверью изолятора, а не шатались по отделению. Хорошо. И пусть сидят в белых халатах. Да. Нам такая реклама не нужна. Я все сделаю, да. Какая реклама? Ну, как говаривала моя прабабушка-дворянка, дом, где побывал городовой, приличные люди не ходят. Подследственную привезут завтра. Вопросы есть? Олечка, не привезли еще? Нет, еще нет. А это кто? Муж Сидоренко, он так просился, я не могла его выгнать. Оль, ну ты напрягаешься когда-нибудь. Жалко его, посмотри, как переживает. Наташа, отойдите от нее. Почему здесь посторонние? А потому что здесь не тюрьма. Куда идти? Олечка, проведи их к лифту. Забери меня, пожалуйста, я не могу больше. Ты не волнуйся, я рядом. Я рядом, все хорошо, слышишь? Вы же ей только хуже сделаете. Вы же понимаете. Ну, успокойтесь. И так скажите спасибо, что ее сюда перевели. Все, тихо, тихо. Так. Наташа, скажите, вы от давления лекарства принимаете? А у вас давление когда повышается? Утром или к вечеру? Не знаю. Вы когда резко встаете, голова кружится у вас? Ноги отекают? Не знаю. Врача спросить. Я спрошу, чтобы вы даже не сомневались. Меня хотят в тюрьму посадить на 10 лет. Понимаешь? 10 лет. Наташа, послушайте, вам сейчас нужно быть спокойной, вам нужно думать о ребенке. Я о нем думаю. Я думаю, что когда я выйду, ему будет 10 лет. А я буду ему чужой. Так, сейчас придет сестра, колет вам успокоительное. О, хорошо, что пришла. А я собирался к тебе идти. Вот карточка Сидоренко ты просил. Ты эту Филькину грамоту можешь читать вместе со Ставицкой. Звур? Гипертензия? Почечная недостаточность? Что это значит, я хочу знать? В карточке все написано. У нее и близко нет того, что вы со Ставицкой нарисовали. Да при чем тут Ставицкая? Потому что я видела, как вы с ней переглядывались на пятиминутке. Лиза, Рома, ты понимаешь, насколько это серьезно? Это подсудное дело. А если бы Савчук пришла ее осматривать? ну она же не пришла. Не пришла. Лиза, мы должны помочь этой женщине. Я не знаю, виновата она или нет. Ты пойми, они с мужем так ждали этого ребенка. Они уже потеряли всю надежду, что у них будет ребенок. Тут происходит чудо. Ну как я мог по-другому поступить? Вот что бы ты на моем месте сделала? Мне почему ничего не сказал? Потому что если все это всплывет наружу, пусть вся ответственность будет на мне. Пусть все знают, что это мое решение. Ты Наташу осматривала? Ну и что? Хуже некуда. После того, что Наташа пережила и что ей еще предстоит пережить, я просто обязан быть на родах возле нее. Роман Алексеевич, сейчас это невозможно, да? Я понимаю, что я не имею права вас об этом просить, но все-таки. Может, вы можете нам помочь? Если кому-то надо заплатить, вы скажите. Я себе не прощу, если оставлю ее одну. Хорошо, будьте готовы приехать в больницу по первому звонку. Конечно, об этом никто не должен знать. Я понял. Спасибо вам большое. Как
как-то не заметили, когда началось кровотечение. Доктор, она же ничего не видит, совсем ничего. А я заметила только полчаса назад, когда уже полно было крови. Так, везите вибрационную, все анализы, Заболотину звоните, пусть в ординаторскую Хорошо, Роман подходит. Алексеевич. Рассказывайте, что у нее, аборты, хронические заболевания, перенесенные, беременность, что? У нее инсулинозависимый сахарный диабет первого типа. Понятно. Пойдемте в ординаторскую, все запишем. Что же с нами будет, а? Что же будет с моим сыном? Так, Наташа, все будет нормально. 36 недель – это не критично. Дыхательная система, сердечно-сосудистая полностью сформирована. Его у меня заберут. Мне следователь сказал. Он говорит так специально, чтобы вас запугать. Наташа, послушайте, вам нужно о ребенке думать. Наташа, так, больно? Болит сейчас? Сейчас болит? Повернитесь. Все хорошо. Юля. Мамочка наша рожать готова? Сейчас, одну секунду, Юра Вита так Игоревна. хотел первым взять на руки сына. Наташа, посмотрите на меня. Возьмет. Возьмет, вы не верите? Все. Послушайте, Вита Игоревна, мне с вами нужно поговорить. Одна просьба. Вы можете отказаться. Мы ничего не знали о беременности. Ее муж был категорически против. Он говорил, если с тобой что-то случится, я не хочу остаться вдовцом с ребенком на руках. Мне дочка тоже ничего не сказала. Думала, что я буду возражать. А на каком сроке случился выкидыш? На 9-й неделе. После выкидыша дочь ослепла. Врачи сказали, что у нее произошел микроинсульт. Ее сразу в нейрологию забрали. Думали, что смогут спасти зрение. Вот только недавно выписали, когда поняли, что надежды никакой нет. Думаешь, плацентарный полип? Ну да, похоже на то. Это очень опасно. Достаточно. Скорее всего, в матке остались фрагменты плаценты. Их нужно удалить, иначе кровотечение можно не остановить. Понадобится переливание крови. А какая группа крови ее мужа и у вас? У Ксюшеньки вторая, как и у меня и у мужа. Но только муж ее бросил после всего, что случилось. Переоденьтесь во все стерильное, медсестра все вам выдаст, потому что, возможно, понадобится ваше присутствие. Сестра, как она? Она очнулась? Да нет, еще не очнулась. Не переживайте. Максим Викторович сказал, что опасность позади. Кровотечение мы остановили, давление стабилизировалось. Вы-то как, голова не болит? Да, мне все нормально. Мама. Да, доченька, я здесь. Где я? Не переживайте, вы в больнице. С вами уже все хорошо. Мама, мне сделали операцию. Да, Ксюшенька. Я смогу еще иметь детей? Да, доченька, конечно, сможешь. Юрий, еще раз должен вас предупредить, вы не должны себя выдать. Я неприятностей не боюсь, но проблемы могут возникнуть у нашего заведующего отделением, который дала на это добро. Поэтому я вас прошу, держите себя в руках. Да, я понял. Да? Идем. С Богом. Добрый вечер. Вид. А это что такое? Это тюремного врача прислали, чтобы он наблюдал за родами. Как будто мы не справимся. Дурдом какой-то. Мало нам вот этих товарищей в форме. Что-то новенькое, я такого еще не слышал. Сама в шоке. Вот. Вот хорошо, молодец. Вот. Хорошо, хорошо. Посмотри, как он в нее вцепился, как будто она сейчас убежит. Вот, хорошо. Головка у нас уже родилась. Продолжаем в том же духе.
Еще разочек, еще. Может, предродовую, вдруг наша помощь там. Да там все под контролем. Мало ли здесь еще понадоблюсь. Вот, хорошо. Молодец. Мамочка, вы видите, кого родили? Молодец. Ну, справилась. Наташенька, сыночек, Наташенька. Господи, как я вас люблю. Я что-то не понял. Альберт Александрович, найдите маску. А лучше идите покурите. Вот у меня в отделении это слепая девушка. Она тоже мечтает о ребенке, но при этом уже знает, что никогда его не увидит. У меня женщина из СИЗО вчера родила. Она тоже этого боится. А вообще надо отдать ей должное, конечно. Что все это значит? Ведь я дала четкие указания, чтобы женщина из СИЗО была в изоляции. Что за партнерские роды? Это что за самодеятельность? Чьи это выходки? Ваши, Широков? Или, может быть, эта гениальная идея пришла на ум Филатовой? Это моя инициатива. Женщина была в очень тяжелом состоянии. Разве? А мне казалось, роды прошли без осложнений. Я говорю о психологическом состоянии, Альберт Александрович, если, конечно, вам известно это понятие. Так, ладно, все, я не хочу слушать этот сентиментальный бред. Будете объясняться с прокуратурой самостоятельно. Ну, пусть Альберт Александрович донос напишет в прокуратуру, и нас вызовут повесткой. Вчера, значит, из меня решили сделать идиота, а сегодня доносчика, да? Прекратите. Я о своем поступке не жалею и готов отвечать за свои действия. Ах, он готов. Он готов. Герой. А вы у коллег спросили? Кто-нибудь из них готов разделить эту ответственность? Я готова. Я готов. И я. И я. Понятно. Заговор. Ну что, все свободны. Ну почему мне его не приносят? Ведь вы говорили, он здоровенький. Наташ, он здоров, да, но он родился раньше срока и нуждается в особом уходе. Я так хочу его увидеть. Пусть охранники отведут меня к сыну. Ну, давайте мы не будем усугублять ваше положение. Мы и так сделали все, что смогли. Теперь, как говорится, остается надеяться только на лучшее. Помогите мне сбежать. Они ночью, они все равно спят. А я заберу сына. Юра вам заплатит, сколько вы захотите. Я вас прошу, успокойтесь. У вас замечательный адвокат. Я уверен, что он вас вытащит. Я не вернусь в тюрьму. Я ни в чем не виновата. Я вам верю. Я не виновата. Я не хочу жить без сына. Я не хочу жить. Не хочу жить. Я не хочу жить. Екатерина Сергеевна, один вопрос. Мы докладную в облздрав оформлять будем? Я что-то не понимаю вас, Думанский. Ну, как же, партнерские роды, женщины, заключенные под стражу. Вы хотите пожаловаться на конвоиров? Ну, нет. А на кого? На Широкого? Ну, Широков, насколько я помню, принимал роды. А что там делали вы? Как что? Я дежурил, был старшим по смене. Тогда объясните мне, как вы допустили присутствие посторонних в операционной? А при чем здесь я? Как при чем здесь вы? Вы же только что сказали, что вы были старшим. Значит, вы несете ответственность за все, что происходило в ночную смену. Ну, не по возрасту же старшим. Екатерина Сергеевна, меня обманули. Кто? Широков и Плопанова. Старшая акушерка? Вас, консультанта облздрава, врача старшего по смене. Идите, пишите. Что писать? Как что, докладную? Докладную пишите. На Думанского Альберта Александровича. И ко мне на стол. А я позабочусь, чтобы эта докладная попала к начальнику облздрава. Екатерина Сергеевна, ну вы же… Вы свободны. Ну что, рассказывайте, как у нас самочувствие? Кажется, все нормально. Вот это хорошо. Мы просто пришли поблагодарить вас. Я сама хотела забежать, но вот Ксюша ни в какую. Ну что, все нормально, правильно. Знаете, мы вам очень признательны за все, что вы для нас сделали. Это что такое?
Вы зачем меня обижаете? Заберите. Заберите! Мы сделали то, что должны были сделать. Спасибо. Все будет нормально. Спасибо вам большое. Значит так, Филатова, вызовите для Сидоренко психиатра. Катерина Сергеевна, с ней пытался поговорить наш психолог. Она его даже близко не подпустила. Мы с Романом Алексеевичем ее очень хорошо поддерживаем. Слушайте, да не смешите вы меня, Филатова. Кому нужна ваша помощь? Пусть ее освидетельствует психиатр. Если этой вашей Сидоренко поставят диагноз «острое эффективное расстройство», то это будет основанием для защиты обратиться в суд с прошением об изменении меры пресечения. У него вообще адвокат-то есть? Или я должна объяснять ему, что и как делать? Маленькие такие. Роман Алексеевич, они уже хватились. Я сказала, что отвела Наташу в туалет, но они сейчас на уши всю больницу поставят. Наташа, пойдемте, давайте не будем усугублять ваше положение. Вы увидитесь с сыном позже. Пойдемте, я прошу вас, пойдемте. Я вернусь за тобой. Я обязательно заберу тебя. В день, когда Наталью выписывали из больницы, при попытке пересечения границы был задержан заместитель директора фирмы. Он сразу дал показания, из которых стало ясно, что именно директор придумал комбинацию с отмыванием крупной суммы денег и умышленно впутал в эту финансовую аферу главного бухгалтера Наталью Сидоренко. Наташа, в сторону отойдите. Дайте с женой проститься. Совесть у вас есть или нет? Нет, у нас есть приказ. Ну, чего ты так кричишь? Чувствуешь все? Ну, ничего, мамку твою скоро выпустят. Начальник сознался во всем, скоро будет суд, и ее оправдает. А мы с тетей Няней будем твоими крестными. Ну, если ты не против. Ты согласился стать крестным? Ну, я, честно говоря, всегда мечтал о такой куме. Нет, ну, если, конечно, Бондарев будет не против. Почему ты решил, что я должна спрашивать разрешение у Бондарева?